Привет! Это второе видео из серии «Как делать уникальные ритмы». Сегодня не совсем речь пойдет про ритм, но тоже про барабаны. Точнее, как организовать ваши драм-реки и переключаться между ними моментально, что очень может помочь при живой игре и выступлениях, ну и также написании музыки. Не будем терять ни секунды, поехали! Это, пожалуй, один из классных способов организовать ваши барабанные банки, ваши драм-реки, в том случае, когда они как отдельные драм-реки сохранены, отдельные банки, и вы хотите ими пользоваться в лайве, неважно, играете вы на контроллерах, возможно, подключаете MIDI-барабаны электронные по MIDI, и вам нужно менять тембры барабанов, либо это может быть просто темплейт для работы, для того, чтобы быстро находить нужный драм-кит. Это уже зависит от вас, как вы будете этим пользоваться. Обычно многие продюсеры делают таким образом. Они берут, например, какой-то драм-кит, работают с ним, понимают, что им нужны какие-то еще звуки. Итак, им нужен еще какой-то драм-кит. Первое, что приходит в голову, это создать инструмент рек. Либо изначально создать инструмент рек, либо вот таким образом, как я сейчас создал. И добавлять просто необходимые драм-киты. Далее просто делается таким образом. Назначается назначается селектор на ручку и выбирается драм-кит. Но при таком раскладе не всегда удобно бывает работать с драм-китами. Может, на контроллерах, например, на пуш, вот такой инструмент, он будет как инструмент отображаться, не как драм-рек обычный. То есть это может вызывать какие-то неудобства. Кому-то это может быть удобно, но есть другой подход немножечко, он схож, но в чем кардинальное различие? Кардинальное различие в том, что у нас будет главный канал, с которого приходит сигнал, на котором мы выполняем какое-то управление. У нас уже будут выставлены вот эти драм-киты. Давайте я сейчас это сделаю. Начинаем мы со второго, потому что первый — это будет наш главный MIDI-канал. То есть дальше мы выбираем наши драм-киты, которые нас интересуют. Их может быть столько, сколько потянет ваш компьютер. Далее, чтобы у нас отображалось все на контроллере как драм-рек, мы берем и открываем пустой драм-рек без всяких сэмплов. Заходим в вкладку Chain, видим, что у нас нет чейнов, соответственно, потому что у нас нет ни сэмплов, ничего у нас не загружено. Следующий шаг заключается в том, что мы создаем эти чейны, но нам не нужен звук с этого драм-река, нам нужен только MIDI-сигналы. Поэтому мы можем, например, закинуть утилиту, плагин на канал, и у нас появляется чейн, наш канал. Канал, например, бочки. Дальше наша задача все это раскопировать. Для нашего урока достаточно этого. Итак, у нас появились наши чейны. Естественно, вы можете тут переименовать, если хотите. Это не обязательно. Что нужно сделать дальше? Объединяем. Выбираем первый наш чейн и последний, но с шифтом. То есть мы выбрали все чейны. Дальше правая кнопка мыши, Group.
Итак, получается, что у нас драм-рэк появился внутри драм-рэка, что нам и нужно, потому что нам нужен общий их канал, то есть групповой. Далее, сюда на групповой канал мы кидаем в MIDI-эффектах, мы находим MIDI-эффект трек и кидаем сюда. Здесь мы создаем столько же чейнов, сколько у нас будет драм-китов использоваться. В нашем случае это 4. Можно их переименовать, чтобы вы не путались при настройке. Дальше заходим в чейн. Также шифтом выбираем все чейны. Вот эти ползунки растягиваем. Правая кнопка мыши Distribute Ranges. Мы разделили зоны работы, скажем так. Вот это наш селектор. Когда палочка вот эта находится напротив нашей вот этой области, то есть мы будем слышать первый чейн. Дальше второй, третий и так далее. Далее мы привязываем к макрокнобу наш селектор. И еще раз это делаем, и уже он будет у нас здесь на вот нашем первом уровне, скажем так. Далее выбираем с шифтом все наши дорожки с китами и идем MIDI from. Здесь мы выбираем первый трек наш с драм-рэком. Можно, хотите, можно даже переименовать как main. Итак, main у нас выбран. Дальше в каждой дорожке, первая, например, во второй вот этой вкладочке мы выбираем драм-рэк 1 PostFX. Дальше во втором по логике мы идем во второй, соответственно в третьем третий, четвертом четвертый. Теперь нам нужно создать какую-то партию. Создадим дежурную партию, просто чтобы мы могли слышать, что происходит. Ничего выдающегося не требуется. Конечно же, нужно на всех наших каналах поставить монитор in. Вращая наш chain селектор, мы переключаемся между банками. Так, сейчас заменим. То есть при этом подходе у вас сохраняется драм-рэк. Визуально вы видите такой же драм-рэк на вашем push-контроллере или на каком-либо еще. И при этом у вас есть возможность переключаться между вашими китами. Что можно при таком подходе сделать? Да, мы можем, в принципе, записать автоматизацию и сделать переключение автоматическим в реальном времени. Допустим, вы не хотите переключать вручную это все, тогда вы можете просто создать пустые клипы, можете даже их переименовать каким-то образом, раскрасить, в зависимости от того, какая песня играется, например. Дальше, зайдя в клип,
мы можем во вкладочке автоматизации убедиться, что выбран Drum Rack и Chain Selector. Все, что нам нужно, это выставить какой-то параметр с выбором определенного банка. Когда вы его включите, банк автоматически выберется, и все, что останется вам делать, это только играть. Таким образом, у вас будет очень быстрый доступ к любому драм-киту в живой ситуации и без лишних умственных затрат. Но это еще не все. Также, если вы используете какие-то органы управления, которые вам необходимо использовать, это могут быть какие-то даже общие эффекты в разных китах, как, например, здесь, в нашем случае. Покажу это на примере Drive Amount. Мы хотим управлять этим параметром на нашем главном канале. Но сейчас, чтобы управлять этим параметром, нам нужно переключаться на дорожку нашего кита, что в живой ситуации крайне неудобно, будет вас постоянно отвлекать. Поэтому мы бы хотели перенести это все вот сюда. Но просто базово в Ableton это нельзя сделать. Для этого я рекомендую вам пройти на сайт Max for Life, ссылка будет в описании. Так, вам нужно скачать бесплатный плагин Multimapper и просто кликнуть на нем. Этот мультимаппер мы поместим сюда же, в главный чейн барабанов. Также мы можем добавить количество макрокнобов нажатием на плюс. Давайте сделаем максимально 16. Привязываем наши макрокнобы. Я предлагаю остановиться на 4. Нам будет достаточно для примера. Далее в этом мультимаппере мы идем и нажимаем на Map. У нас вылазит такое окошко. Заходим в наш первый Drum Rack. Нас интересует параметр Drive Amount. Нажимаем Map. Заходим в наш кит. Выбираем параметр. Заходим во второй кит. Нажимаем Map. Выбираем параметр. И так далее. Делаем со всеми китами. Здесь также вы можете менять границы, можете инвертировать, например, поставить 100-0, будет в противоположную сторону работать. Зависит от того, что вам нужно. Но мы просто возьмем один параметр. Также вы можете поступать любыми другими параметрами. Принцип тот же. Слышим слабое воздействие эффекта. То есть, смотрите, логика в чем. Я переключил Drum Kit, и мне нужно в голове держать, что этот эффект, который я хочу добавить, он у меня на макрокнобе 2. Это неудобно, поэтому я вернусь немножечко назад и сделаю Unmap 3 ручек. И замаплю их на тот же кноп, что и первый. То есть все они у нас будут на 2 кнопе. Что это нам даст? Это нам даст то, что нам не нужно будет думать, какую нам ручку крутить, в зависимости от того, на каком мы канале находимся, да, на каком ките. Мы просто крутим ручку, и у нас на всех китах прибавляется этот параметр. Вот. То же самое вы можете сделать с другими параметрами.
Допустим, вы скажете, что, например, на 4 кита уже 4 кноба мы задействовали. Но вы можете использовать несколько копий мультимаппера. Считайте, что у вас тут 15 ручек свободных, и на каждую вы можете назначить несколько. Какие-то прям необходимые эффекты могут быть у вас всегда под рукой. Я надеюсь, этот урок поможет тебе организовать свои драм-реки и вывести твое выступление на новый уровень. И также поможет при написании музыки. А я напоминаю, что ты можешь задонатить денежку каналу по ссылке в описании. Также можешь прислать мне на оценку, на фидбэк свой трек в Телеграме. Также я могу помочь закончить твой трек, твою мысль, твою идею до финального результата. И хочу сказать, что сегодняшнее видео это была первая половина второй части, но поскольку видео получилось опять-таки очень длинным, выйдет еще и третья часть. Так что увидимся в следующем видео.